Всем привет на канале Favorite Fishing. Сегодня у нас будет коротенький обзор, но модели, по которой было очень много вопросов и в соцсетях, и здесь на YouTube. Это обновленный Bluebird Compact. Если вы не смотрели еще обзор обновленного Bluebird, настоятельно рекомендую вам его посмотреть, где-нибудь здесь по ссылочке. Потому что все, что касается двухчастных Bluebird, подходит и для Bluebird Travel. Поэтому я не буду здесь подробно все пересказывать, а напомню только основные ключевые моменты. Во-первых, от старого Bluebird здесь осталось только название, мы поменяли абсолютно все. Поменялись бланки, они стали более легкими и более жесткими. Также поменялись кольца, теперь они оснащены тонкими вставками по типу Торсайт. И на легких моделях установлены однолапые кольца типа AT. Переделали мы также те моменты, которые касаются непосредственно travel моделей. Во-первых, мы отказались от концепции с двумя кончиками, потому что такое решение удорожает продукт, но это не дает каких-то ощутимых преимуществ. Какой-то принципиальной разницы в работе кончика Solid и Tubular в данном случае нет, и поэтому не стоит за это переплачивать. Конечно, кому-то было удобно иметь сразу запасной кончик на случай поломки основного, но ничего не мешает приобрести запасной кончик сразу при приобретении удилища. А включать его в основную поставку мы не будем, потому что это просто не всем нужно. Кроме того, мы поменяли тубус на такой же, как мы используем в Favorite X1 Travel. Этот тубус дешевле и практичнее, чем тот, который раньше использовался в Bluebird Compact. Напомню, раньше тубус тоже был пластиковый, но он был обтянут кордурой, на нем были ручки и ремень для переноски. На самом деле на таком коротком тубусе для компакта это все не нужно, потому что никто его не носит, например, на плече. Обычно его просто кладут в багаж или пристегивают к рюкзаку. Кроме того, такой тубус он более легкий, чем был предыдущий. В итоге цена нового Bluebird Compact осталась на том же уровне, что и старый. Учитывая то, что новые Bluebird в целом немножко дороже, чем старые, и новые модели длиннее, чем были предыдущие. Итак, о моделях. Раньше была всего одна универсальная короткая модель длиной 6,4, и многим это не нравилось. Поэтому в обновленном Bluebird Compact мы начали с двух моделей, которые, на наш взгляд, самые актуальные для путешествий и поездок. 764 ULT, длину 2,28 и тест до 7 грамм можно считать золотым стандартом микроджига. Также эта модель отлично подходит для рокфишинга, то есть для ловли всякой мелкой рыбы в море на силикон. Это тубуляр, поэтому он также неплохо подходит для ловли на мелкие воблеры, колебалки и пилькеры. Отличный вариант для поклонников ультралайта и микроджига, которые ездят в отпуске на теплые моря. Следующая моделька 804 LT. Длина 2,44, тест до 12 грамм. Береговик для легкого джига. Это удилище уже помощнее и подойдет, например, для ловли на рифов всяких групперов, потому что в комле есть хороший запас прочности. Этот спиннинг отлично подойдет под пилькеры весом где-то до 15 грамм, и им можно ловить на мелкие кренки, миножки и поверхностники. В общем, это отличный вариант, когда ты едешь в отпуск и не знаешь точно в каких условиях и какую рыбу ты будешь ловить. То есть он более универсальный, чем ультралайтовая модель. Итак, эти две модели, я думаю, пока закроют основные потребности ультралайта и лайта. Напоминаю, что для более мощной ловли у нас есть другие тревелы, это Favorite X1 Travel. Возможно, в будущем мы добавим несколько новых моделей и в Bluebird. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях и не забывайте подписаться на наш канал. Пока!